Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что мне уже надоело видеть, как вы становитесь дураками, бегая за молодыми девушками, не понимая основы соблазнения и сексуальной провокации. Прежде чем начать, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и включите уведомления, потому что если вы даже этого не сделаете, не жалуйтесь потом, когда останетесь одиноки, отвергнуты и будете ныть по углам. Тема сегодняшнего видео проста, но мощная. Как быть соблазнителем и провоцировать сексуальное желание у молодых девушек. И нет, не приходите с оправданиями типа «они любят только мужчин с деньгами» или «мне не везет». Везение – это ерунда. Что вам нужно, так это прекратить тратить усилия на вещи, которые не приносят результатов, и, наконец, научиться действовать как настоящий мужчина, который знает, чего хочет, но также понимает ритм и сигналы, которые они посылают. Я буду говорить жестко, потому что вам нравится, когда вас ставят перед фактом, и я укажу на все, что нужно было сделать, но не было сделано, чтобы вы больше не попадались на обман. Здесь мы будем говорить о чтении сигналов, о том, как рассказывать увлекательные истории, использовать вопросы, которые создают эмоциональную связь, показывать амбиции, не быть заносчивым, создавать напряжение паузами, удивлять вниманием к деталям, ясно показывать, чего вы хотите, не вторгаясь в личное пространство, адаптировать стиль речи. Показывать уверенность даже в мелочах, играть с легкими вызовами и завершать встречи, оставляя что-то в воздухе. Если вы думаете, что достаточно запомнить фразы или купить дорогие подарки, то вы так и останетесь тем же дураком. Настоящее соблазнение требует действия, восприятия и желания стать лучшей версией себя. И если вы не можете пережить правду без прикрас, можете выйти прямо сейчас, потому что здесь будет жестко, но также будут советы и рекомендации, которые, если их применить, могут необратимо изменить ваш подход к женщинам. Так что хватит извинений, обратите внимание на каждый пункт и перестаньте быть тем человеком, который всегда попадается на пустые обещания. Поехали, потому что путь стать соблазнителем и провокатором открыт, нужно только иметь смелость пройти его. Номер 1. Научитесь интерпретировать тонкие сигналы ее интереса. Научитесь интерпретировать тонкие сигналы ее интереса. Вы действительно думаете, что женщины подойдут и скажут «Эй, я хочу тебя прямо сейчас». Проснитесь. Они посылают сигналы, часто очень тонкие, и если вы сосредоточены только на себе, вы их пропустите. Например, если она смеется над вашими глупыми шутками, приближается к вам, когда разговаривает, играет с волосами или поправляет одежду, есть большой шанс, что она заинтересована. Может быть, она будет держать зрительный контакт чуть дольше обычного или искать предлог, чтобы слегка прикоснуться к вам. Но если вы этого не замечаете и продолжаете вести себя как дурак, упуская шанс углубить взаимодействие, это ваша вина. Пора перестать обвинять мир и научиться читать язык тела. Если она скрещивает руки, отворачивается, не хочет продолжать разговор, это сигналы незаинтересованности или того, что момент не подходит. Иметь зрелость, чтобы отступить и не настаивать, как сумасшедший. Но если вы заметили легкую улыбку, когда вы делаете более смелый комментарий, или если она задает вам вопросы, интересуется деталями вашей жизни, это момент для дальнейшего развития, чтобы настроить разговор и внести элементы соблазнения. И ради бога, не будьте тем парнем, которому нужно неоновое табло с надписью «Она в тебя влюблена». Будьте умными, откройте глаза и научитесь распознавать наклон ее тела в вашу сторону или изменения в тоне ее голоса. Эти маленькие подсказки – настоящее золото, чтобы понять, нужно ли вам двигаться вперед, отступать или сохранять соблазнительное напряжение. Хватит быть слепым или глухим к сигналам, которые они оставляют совершенно ясно. Если вы это проигнорируете, потом не жалуйтесь, что остались ни с чем. Номер 2. Как быть обаятельным, рассказывая увлекательные истории. Как быть обаятельным, рассказывая увлекательные истории. Теперь, когда вы поняли важность чтения сигналов, знайте, что это не имеет значения, если вы скучны и не можете рассказать интересную историю. Женщины любят увлекательные разговоры, они хотят представлять ситуации и эмоции через то, что вы говорите. Если вы все время говорите о своей работе без энтузиазма или жалуетесь на повседневные проблемы, ей станет скучно. Так что начните практиковать искусство рассказывания историй. Но не для того, чтобы врать или придумывать, а чтобы рассказывать факты из своей жизни так, чтобы они привлекали ее внимание.
Например, если вы путешествовали в необычное место и пережили забавную или опасную ситуацию, расскажите об этом с деталями, опишите атмосферу, чувство волнения, людей, которых вы встретили, и вовлеките ее в рассказ. Если в истории есть момент, который демонстрирует вашу смелость или способность к импровизации, это будет даже лучше. Так она увидит вас не как тупого человека, пассивно воспринимающего жизнь, а как того, кто живет, у кого есть богатый жизненный опыт, кто не стоит на месте. Сделайте комментарии о том, что вы узнали из этого опыта, покажите немного юмора. И не забывайте вовлечь ее в рассказ, спросив, было ли у нее что-то похожее. Это создаст связь и продлит тему, создавая эмоциональные узы. Но будьте осторожны. Не забирайте всю беседу только для себя. Рассказали что-то, спросите что-то о ней, вернитесь к себе и так продолжайте. Очарование заключается в умении использовать интонацию, делать драматические паузы, смотреть ей в глаза в ключевые моменты, улыбаться с намеком, когда наступает смелый момент. Она начнет думать. Если это была всего лишь история, которую он пережил, представьте, что он может предложить больше. И вот в этот момент желание начинает закипать. Номер 3. Используйте интригующие вопросы, чтобы создать более глубокую связь. Используйте интригующие вопросы, чтобы создать более глубокую связь. Если вы хотите избежать того, чтобы быть тем глупцом, который получает только односложные ответы, перестаньте задавать банальные вопросы, такие как «Чем ты занимаешься?» или «Какой у тебя любимый цвет?». Ради бога, это слишком просто. Чтобы создать настоящую связь, задавайте вопросы, которые заставят ее задуматься, которые вызовут эмоции. Спросите, о каком самом безумном сне она мечтала, или какой самый смелый поступок она совершила в своей жизни, или какое детское воспоминание она хранит больше всего. Этот тип необычных вопросов заставит ее остановиться и подумать: «Ух ты, я не ожидала этого». И когда она ответит, вы найдете зацепки, чтобы углубить разговор. Именно в этот момент она начнет открываться, показывать, кто она на самом деле, и вы получите доступ к ее эмоциональной интимности, которой 90% парней никогда не добираются. И, конечно, недостаточно просто задать вопрос и молчать. Проявите искреннее любопытство, задавайте уточняющие вопросы, связывайтесь с чем-то своим, что относится к теме. Так создается атмосфера обмена, и она чувствует, что вы не просто охотник за сексом, а тот, кто интересуется ее внутренним миром. И угадайте, что? Это чрезвычайно соблазнительно, потому что женщины любят чувствовать, что они не просто трофей, а люди, которые пробуждают настоящий интерес. И когда она осознает, что вы увлечены ее вселенной, ее защиты падают, и физическое желание может последовать. Так что избавьтесь от ментальной лени, перестаньте задавать вопросы, которые задают все, и создайте диалог, который заставит ее подумать: этот парень особенный. Номер 4. Покажите амбиции и страсть к своей жизни, чтобы впечатлить ее. Покажите амбиции и страсть к своей жизни, чтобы впечатлить ее. Будем честными, ни одна женщина не привлечется к мужчине, у которого нет целей, мечт, стремления к достижению своих целей. Если вы тот, кто жалуется целыми днями, не имея желания развиваться, она будет воспринимать вас как балласт. Поэтому показывайте свою амбицию, свои планы, свою страсть к жизни. И не путайте это с высокомерием. Говорите с энтузиазмом о проекте, над которым вы работаете, об идее, которую вы задумали, о путешествии, которое вы планируете, чтобы исследовать уголок мира, который всегда хотели посетить. Показывать амбиции значит давать понять, что вы не довольствуетесь малым, что хотите большего от жизни, но при этом не наступаете на других и не считаете себя всезнающим. Когда она видит, что вы живете этим, что вами движет заразительная энергия, это вызывает восхищение, а восхищение – это огромный шаг к желанию. Только будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку хвастовства: «Я такой, я сякой, я буду миллионером». Это звучит по-детски и отталкивает. Вместо этого говорите о том, как вам нравится преодолевать трудности, как вы учитесь новому, и спросите ее о ее амбициях. Сделайте так, чтобы она почувствовала себя частью вашего пути, как будто вы могли бы вдохновить друг друга. Вот в чем секрет. Дело не только в вас, но и в возможности увидеть в вас партнера по приключениям и достижениям. И если вы считаете, что в вашей жизни нет ничего интересного, начните создавать что-то, потому что женщина не хочет мужчину, который мертв внутри, ей нужен кто-то, кто переполнен желанием жить. Номер 5. Научитесь использовать паузы в диалоге для создания напряжения.
Научитесь использовать паузы в диалоге для создания напряжения. Вот мощный прием, который многие игнорируют – правильно подобранное молчание. Большинство думает, что нужно говорить без остановки, чтобы не дать разговору заглохнуть, но это глупо. Когда вы говорите что-то впечатляющее или задаете вопрос, который затрагивает глубоко, сделайте паузу, посмотрите ей в глаза, позвольте воздуху натянуться. Этот момент молчания создает ожидание, заставляет ее захотеть ответить, заполнить пустоту. Именно в этот момент сексуальное напряжение может усиливаться, если тема более смелая. Например, если вы говорите: «Ты даже не представляешь, что я на самом деле хочу сейчас». И молчите 2 секунды, смотря в ее глаза, ее разум начинает бегать, представляя 1000 вещей. Это гораздо мощнее, чем бесконечные объяснения. Но будьте осторожны, чтобы не переборщить и не стать психопатом, который молчит 10 минут, уставившись. Идея в том, чтобы использовать короткие, стратегические паузы, чтобы подчеркнуть точку, дать ей пространство для реакции. Этот и вдох, и в разговоре также показывает, что вы не нервничаете и не переживаете, что вы контролируете ритм общения. Неуверенные мужчины говорят, торопясь, боятся тишины. Уверенные мужчины знают, что молчание тоже говорит. Так что тренируйтесь в этом, скажите впечатляющую фразу, слегка улыбнитесь, держите взгляд, подождите, пока она это осознает. Если она ответит, отлично. Если отведет взгляд и сменит тему, возможно, вы зашли слишком далеко. Все это настройка, но когда молчание используется правильно, оно золотое для создания соблазнительной атмосферы. Номер 6. Узнайте, как удивить ее вниманием к деталям. Узнайте, как удивить ее вниманием к деталям. Вы действительно хотите оставить след в ее памяти? Тогда будьте тем парнем, который замечает маленькие необычные серьги, которые она носит, как она собирает волосы, когда сосредоточена, или как она поднимает брови, услышав что-то необычное. Когда вы комментируете эти детали, показывая, что вы видите не только общий вид, но и нюансы, она понимает, что вы не просто кто-то. Женщина чувствует себя ценимой, когда мужчина замечает вещи, которые большинство игнорирует. Это может быть что-то, что она сама давно не замечала, но вы выделяете как особое очарование. И не говорите об этом каждую секунду, иначе это превратится в одержимость. Скажите что-то вроде «забавно», ты меняешь тон голоса, когда возбуждена. Мне это нравится, и продолжайте разговор. Она подумает: «Вау, он действительно обращает на меня внимание». И это очень соблазнительно, потому что показывает искренний интерес, настоящее внимание, не впадая в общее льстительство. Помните, это не пустая похвала, а внимание к деталям. Если она расскажет вам о необычном музыкальном вкусе, вернитесь к этой теме позже, показывая, что вы запомнили. Если она упомянет место, которое мечтает посетить, спросите позже, подумала ли она об этом. Маленькие сюрпризы, такие как принесенная книга, о которой она упомянула, или песня, которая подходит к тому, что она сказала, тоже создают сильную эмоциональную связь. Такой подход отличает привлекательного мужчину от поверхностного болвана, который только и думает о себе. Так что будьте этим парнем, который удивляет, но без того, чтобы стать подчиненным, записывающим каждое слово. Делайте это естественно, и вы увидите, как она заметит разницу. Номер 7. Дайте понять, что вы знаете, чего хотите, не будучи навязчивым. Дайте понять, что вы знаете, чего хотите, не будучи навязчивым. Худшее, что может быть для молодой девушки, это сталкиваться с мужчиной, который не знает, чего он хочет, или который ждет, что она примет все решения. Если вы хотите быть соблазнителем, вы должны быть ясны в своих намерениях. Хотите пригласить ее на свидание? Говорите прямо. Мне нравится знакомиться с тобой, как насчет того, чтобы встретиться в субботу днем на кофе и поболтать более лично. Вот и все, без обиняков. Но не путайте это с высокомерием или требовательностью. Если вы заметите, что она сомневается, спросите, есть ли другой день или место, которое ей подходит больше, показывая гибкость, но не подчинение. Вы – тот, кто принимает инициативу, но уважает ее ответ. Если она скажет «не знаю, давай подумаем», это может быть тестом или признаком отсутствия интереса. Если это тест, она, вероятно, будет ждать, чтобы увидеть, будете ли вы настойчиво, но сбалансированно настаивать или сдадитесь как слабак. Если это реальное отсутствие интереса, лучше не тратить время.
Главное – показать, что вы не пришли здесь за мимолетной компанией и не играете в отчаянного парня, который ждет внимания. Держитесь как человек, у которого есть выбор в жизни, но который предлагает ей шанс участвовать. Это может показаться жестким, но это реальность. Не будьте навязчивым и не предлагайте ничего сексуального в первый раз, если нет очевидной связи. Но дайте понять, что ваши намерения выходят за рамки дружбы. Фраза вроде «мне было приятно с тобой поговорить», но, честно говоря, не только дружба заставляет меня хотеть увидеться с тобой, ясно покажет, чего вы хотите, не будучи грубым. Если она откажет, не переживайте. Если согласится, дверь открыта. Номер 8. Адаптируйте стиль общения, чтобы быть более совместимым с ней. Адаптируйте стиль общения, чтобы быть более совместимым с ней. Когда вы общаетесь с молодой девушкой, возможно, ее язык немного отличается от вашего. Или у вас могут быть разные жизненные представления. Секрет хорошего соблазнителя в том, чтобы танцевать под музыку, не теряя при этом себя. Если она говорит более непринужденно, используйте немного ее стиля, но не стройте из себя мальчишку. Оставайтесь собой, просто корректируя форму, чтобы общение шло плавно. Если она более образованная, с интересом к искусству, проявите настоящий интерес. Не притворяйтесь, что знаете все о классической музыке, если ничего не понимаете, но задайте вопросы, проявите любопытство. Также обратите внимание на скорость разговора. Некоторые говорят быстро и раздражаются, если кто-то отвечает медленно, другие предпочитают более размеренный ритм и могут подумать, что вы торопитесь, если шлете сообщение без остановки. Все дело в чувстве. И, конечно, если она любит мемы, используйте их, но не превращайтесь в мемного года, если это не ваш стиль. Идея в том, чтобы найти точки соприкосновения, а не пытаться стать тем, кем вы не являетесь. Женщины отлично чувствуют, когда кто-то притворяется кем-то, кем он не является. Так что будьте аутентичными, но умно адаптируйте стиль общения, обсуждение тем, выражение себя. Это покажет, что вы не жесткий человек, который пытается навязать свою точку зрения. Это демонстрирует зрелость и гибкость, две характеристики, которые очень привлекают, особенно когда речь идет о девушках с изменчивым взглядом на мир.